Всех приветствую на своем канале по вязанию, меня зовут Лена. В этом видео мастер-классе мы с вами свяжем кардиган для девочки на молнии на рост 116-122 сантиметра. Изделие достаточно большое, поэтому у меня не целиком он помещается в кадр. На канале уже выходил мастер-класс на кардиган более маленького размера. Их отличает только узоры на рукавах, на капюшоне. Вот так технология вязания, кулиски, планки по молнию, как эту молнию мы будем вшивать, абсолютно одинаково. Поэтому в этом видео мастер-классе будут только те этапы, которые не совпадают по вязанию с более маленьким размером. То есть мы с вами полностью свяжем здесь капюшон, рукава. Также я покажу такую небольшую выжимку, как связать эту кулиску. Как связать планку и вшить в молнию, будет для этого в помощь вам третья часть от мастер-класса более маленького размера. Вяжется и вшивается оно абсолютно одинаково. То есть здесь в этом отличия не будет. Вот. Как связать кардиган сам, вот этот лицевой гладью, я полностью оставляю ход работы под видео в описании. То есть либо сделаю такую небольшую ссылку на канале Дзен, где вы сможете все это найти. Также я буду там оставлять и схемы. Вот. Принцип вязания кардигана очень прост. Мы набираем петли по кругу сразу на все изделие. Кстати, совсем забыла рассказать вам. Это пряжа Alize Lana Gold, полушерсть, 240 метров на 100 грамм, код цвета 161. На такой кардиган вам понадобится около 4 мотков, то есть вес кардигана составляет 380 грамм. Спицы. Я вязала на спицах 4-4,5, то есть резиночку все выполняла спицами меньшего размера. Также плотность вязания у меня составляет 17 петелек на 25,5-26 рядов. Вот. Что еще? Ширина изделия готового 35 сантиметров, длина 48-49. Это я пишу вам примерную длину, если вы не будете укладываться, на какую длину примерно вам ориентироваться. Вот, пройма 16 сантиметров, горловина, ширина по спинке я измеряю примерно 14-15 сантиметров, длина рукава 41 сантиметр. Вот, по капюшону, по-моему, если я не ошибаюсь, длина 27 сантиметров в готовом изделии, и ширина уже вместе с самой кулиской по самой выпуклой части составит 23-23,5 сантиметра. Вот. Итак, давайте вернемся к ходу работы. Мы набираем полностью на спице номер 4 наше изделие. По петелькам рассказывать не буду, я также оставлю вам все подсказки. Мы вяжем до проймы единым, нечетное количество должно быть на спинке, так как я люблю, чтобы у меня после кромочной и до кромочной были изнаночные петли. Для этого мне нужно нечетное количество петелек на самой спинке. Вот. Спинка с передом отличаются в разницу на 3 петли. То есть у меня, например, смотрите, 59 петелек на спинку идет, я отнимаю 3 петли, это получается 56, и уже их я делю пополам. То есть на полочке у меня приходится по 26 петелек. Затем, связав резинку, я прихожу на спицы 4,5, вяжу до пройм, убавляю петельки на проймы по 2 петли с каждой стороны деталей, то есть общее количество петелек 4. По 4 петельки мы убавляем, вяжем по отдельности каждую деталь, то есть заканчиваем сначала левую полочку, потом спинку, потом правую полочку. Вот, соединяю я, петли оставляю открытыми, плечевые швы соединяю с помощью крючка и уже затем набираю петельки по капюшону. Как набрать петли по капюшону, я, к сожалению, не сняла, но это можно легко сделать по кардигану меньшего размера. Разница будет лишь только в том, что по полочке у маленького размера мы закрывали первые
3 петли, здесь закрытых будет 4 петли. Ну и, соответственно, открытых петелек на спинке у нас будет чуть побольше, по-моему, на 2 петли. То есть сам принцип набора полностью совпадает. И затем мы уже с вами встретимся при вязании самого капюшона. То есть я буду рассказывать, где мы делаем прибавки. Вот увидите, по центральному сектору у нас они будут, как вывязываем саму косичку. Вот, и смотрите, у меня чуть-чуть получается вот такой вот скошенный капюшончик. Я тоже на этом подробно останавливаюсь. Петельки я соединяю также с помощью крючка. Не стала заморачиваться сшиванием петля в петлю. В принципе, шов достаточно мягкий и незаметный. Вот, и затем мы с вами будем набирать вот эту кулиску под шнурочек. Как я уже говорила, я сделаю такую небольшую выжимку, то есть как набрать, как закрепить. Закрепляю также с помощью крючка. Все объясняю, все показываю. Если этого будет недостаточно, также вы можете обратиться на мой предыдущий мастер-класс. Все ссылочки я постараюсь оставить, ничего не забыть. Вот, и затем мы переходим с вами на вязание рукава. Рукав, конечно, я свяжу также вместе с вами, так как узор здесь совершенно отличается от маленького размера. Они совпадают с узором на капюшоне. Но отличие будет в том, что здесь узор мы вяжем поворотными рядами снизу наверх, а здесь мы будем вязать рукав в круговую от проймы к манжете, то есть сверху вниз. И поэтому методы перекрещивания петелек будут отличаться. После того, как мы закончим с вами оба рукавчика, мы будем набирать петельки на планку. На планочку я набираю с помощью 2 спиц. Для этого понадобятся спицы с большой леской. Набирать я буду на спице номер 4, но вязать буду на спице номер 4,5. Набираю на размер поменьше, чтобы петли не получались слишком вытянутыми. Вот, а здесь по низу прикладываю просто леску, которую через каждую петлю, набранную петлю обвиваю. То есть у меня сразу уже к моменту того, как я наберу все петельки по планке, у меня со второй стороны также на леску будут набраны все петли. Еще раз повторю, что это будет полностью подробно я рассказываю в третьей части мастер-класса маленького размера. У нас только будет отличаться количество петелек, если я не ошибаюсь. Здесь количество петелек 74, то есть 74 с каждой стороны. Вот с этой и вот с этой. Вяжем мы в круговую. Видите, у меня нигде нет шовчиков, то есть я провязываю это все по кругу. Вяжу я всего лишь 3 рядочка, в 4 ряду уже закрываю все петельки. Повторяю то же самое на второй полочке и стираю изделие. Стирать изделие до того, как мы начнем сшивать молнию, обязательно, так как иногда первоначальное и исходное значения могут различаться. Вот, поэтому, чтобы молния не стягивала, не волнила, обязательно постирайте изделие. И только потом мы с вами пришиваем молнию в саму планочку. Вот. Я, знаете, сама, если честно, делала этот мастер-класс впервые. Я лишь единственный раз вшивала молнию. Вот, поэтому вы можете воспользоваться совершенно другими мастер-классами, которые в достаточном количестве у нас находятся на любых каналах по вязанию. Вот, мой метод не единственный, поэтому если вам не понравится либо мое объяснение, либо что-то, не ругайтесь на меня, пожалуйста. Вот, так как я это на камеру делаю впервые. Ну, результат, если честно, мне мой понравился. Может, где-то что-то можно было и подкорректировать. Вот, с удовольствием почитаю и посмотрю, если вы мне оставите ссылочки, как это еще лучше сделать. Где-то вы видели, либо знаете мастер-класс такой, я с удовольствием займусь своим саморазвитием. Вот, наверное, и все, что я хотела вам рассказать по этому кардигану. Вот, еще раз говорю, начинайте вязать его по ходу работы уже в описании, так как самого кардиганчика здесь у меня нет. Мы только с вами уже встречаемся на вязании самого капюшона. Ну вот и все. Легких вам петелек. Пускай все обязательно у вас получится.
Итак, мы приступаем к вязанию капюшона у более большого кардигана. Я решила связать, показать такие элементы, как рукава и капюшон, отдельно сделать видео, так как у меня здесь будут располагаться другие узоры. Вот как связать кардиган, сколько петелек набирать, сколько рядов и где провязывать, я оставлю в подсказках под видео. Вяжется он аналогично уже кардигану, который расположен уже у меня на канале видео. То есть это совершенно не сложно, как вы видите, это простая лицевая гладь. Просто подставляя числа, вы можете связать кардиган на более взрослого ребенка. А мы приступаем с вами к капюшону. Смотрите, петельки на капюшон я уже набрала. Набирается оно по аналогии, как и у кардигана меньшего размера. Всего на спицах у меня набрано 59 петелек, по 16 петелек на полочках и 27 петелек набрано по спинке. Я также набирала их спицами номер 4 и уже провязала второй изнаночный ряд. То есть мы с вами встретились уже на третьем ряду нашего капюшончика. У меня спицы теперь 4,5. И именно с третьего ряда мы с вами будем отмечать центральные 11 петелек, так же как и у нас было на другой модели. И в этом же ряду мы начинаем с вами вывязывать узор. Узор мы будем получать из 6 петелек. Он у меня будет состоять в дальнейшем коса из 9. Итак, кромочная. Далее после кромочной я вяжу 2 изнаночных. То есть также у меня косички в начале и в конце капюшона будут ограничены с двух сторон изнаночными петельками по 2 петли. Далее мы начинаем вывязывать косичку. Прибавки я буду делать во вторую, четвертую и шестую петельки. То есть мы с вами получим 9 петелек. Первую петлю провязываем, во вторую делаем прибавочку, третью петлю провязываем, четвертую делаем прибавление, пятую вяжем и шестую петельку прибавочка. Раз, два, три, 4, 9 петелек. Далее мы вяжем 2 изнаночных. И до центральных 11 петелек, если не учитывать прибавочки, у нас должно быть 24 петли. Если вместе с прибавлениями, то есть вот с этими первыми 3 прибавленными петельками, у нас должно до 11 центральных петелек быть 27 петелек, включая кромочную. Мы их вяжем далее просто лицевыми. Я дошла до центральных петлей. Смотрите, также мы сначала делаем прибавочку в ниже лежащую петельку, и только после этого отмечаем маркером начало и вяжем 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и отмечаем маркером. Далее только после маркировочка мы уже делаем в конце этой 11 петли прибавочку. Также подцепаю на ряд ниже петельку и провязываю ее. Теперь мы довязываем ряд до конца, не доходя последних 11 петелек. И в конце третьего ряда также вяжем косичку. Начинаем мы с 2 изнаночных, и во вторую, четвертую, шестую петельки мы делаем прибавление, также подцепая петельку на ряд ниже. И получаем 9 петелек. Заканчиваем ряд 2 изнаночными и кромочной петлей. Четвертый ряд мы с вами вяжем по рисунку, то есть где у нас
лицевая, мы провязываем лицевой, где идут изнаночные петельки, провязываем изнаночными. Довязываем 4-й ряд до конца и еще раз встречаемся с вами в 5-м ряду. В 5-м ряду перекрещивания у нас пока с вами в косичках никаких не будет, то есть мы провязываем все петли также по рисунку, и я вам просто напомню, как сделать прибавочки для расширения капюшона в центральной части. Вот мы дошли до центральных 11 петелек. Сначала мы подцепаем нижнюю дужку и вяжем в нее прибавление, затем только перекидываем маркерочек и провязываем с вами 11 центральных лицевых. Довязываем их, также потом перекидываем маркер и только после этого, также подцепая петельку на ряд ниже, мы делаем прибавление. И уже довязываем ряд до конца, вяжем 6-й ряд и встречаемся с вами в 7-м ряду нашего капюшона. В 7-м ряду мы начинаем делать первое скрещивание. Всего их у нас будет 2. Вот. И смотрите, в чем отличие этого узора от предыдущего на более маленьком кардигане? В том, что у нас косички будут с вами перекрещивания располагаться симметрично. Мы начинаем вязать с кромочной 2 изнаночных, затем мы снимаем первые 3 петельки и оставляем перед работой. Вяжем следующие 3 петли и затем провязываем снятые петельки. Теперь довязываем оставшиеся 3 петельки. Теперь вяжем капюшон, не забываем сделать центральные прибавления для расширения капюшона. Их мы также будем делать 11 раз, то есть к общему количеству, не считая петелек в капюшоне, в косичках, у нас прибавится 22 петли. И мы встречаемся затем с вами уже на косичке в конце ряда. И в конце ряда в косичке также мы вяжем сначала 2 изнаночных петли. Теперь мы сначала провязываем 3 петельки со спицы. Затем снимаем следующие 3 петельки и оставляем их за работой. Снова вяжем 3 петли со спицы и затем провязываем с вами снятые петли также лицевыми и довязываем ряд до конца. Далее мы с вами вяжем 8-й ряд, 9-й и 10-й и встречаемся в 11 ряду. Также пока не забываем делать прибавление для расширения капюшона. У меня начинается 11 ряд и продолжаем вязание косички. Теперь мы провязываем первые 3 петельки, следующие 3 мы снимаем за работу и вяжем 3 петли со спицы. Затем провязываем снятые петли. Провязываем ряд до конца и встречаемся на косичке в конце ряда. И в конце 11 ряда вяжем 2-ю косичку. Теперь мы 3 лицевых снимаем перед работой, вяжем следующие 3 лицевые и теперь провязываем снятые петельки. Теперь довязываем 3 лицевые петли. Заканчиваем ряд.
И смотрите, как мы будем действовать далее. Вяжем 12 ряд, 13 и 14. И с 15 ряда мы повторяем наши косички. Вот это скрещивание 7 ряда. То есть у нас через каждые теперь 4 ряда будут вот эти перекрещивания. То есть сделали первое перекрещивание, провязали 4 ряда вместе вот с этим лицевым рядом, считая перекрещивание, и делаем второе. Также провязали 4 ряда и снова повторяем перекрещивание. Не забываем о том, что у нас косички с вами симметричны. То есть разница у них как бы получается в 4 ряда. То есть если здесь 3 петли вначале мы оставляем перед работой, здесь мы центральные 3 петли оставляем за работой. Здесь мы центральные 3 петли оставляем за работой, а в следующей косе мы оставляем их начальные 3 петли перед работой. То есть как бы одна от другой вот так вот рассинхронно они у нас идут, но при этом они у нас находятся в полном зеркальном отражении друг друга. Вот, я очень надеюсь, что достаточно понятно объяснила. Вот, то есть получается это, сейчас еще раз повторю, это у нас 11 ряд, вяжем 12, 13, 14 и из 15 ряда мы повторяем весь узор 7 ряда. И как бы раппорт узора у нас составляет 8 петелек. Снова связали, повторили с 7 по 14 ряд вот этот узор и заново. Вот, все схемы я выложу на своем канале по вязанию. Ссылочки я оставлю также под видео. Это будет как бы тоже такая для вас небольшая подсказка. Также распишу, выложу 2 разных косички, чтобы были, чтобы вы не путались. Вот, а пока продолжаем вязать, делая расширение для капюшона. Не забываем, что делать мы их будем 11 раз. Последнюю прибавочку мы сделаем в 23 ряду. И далее мы продолжаем его вязать до нужной нам высоты. Капюшон я провязала на высоту 62 ряда. Теперь я вяжу 63 ряд. Я становлюсь уже на центральном секторе, видите, и маркировочки я не убираю. То есть сейчас мы сделаем такое чуть-чуть небольшое закругление для капюшончика. Будем убавлять петельки. Вот. По рисунку, смотрите, у меня сейчас было скрещивание. Даже если у нас не совпадает, ничего в этом страшного нет. Вот. И на высоту капюшон должен составлять примерно 24 сантиметра. Смотрите, я дохожу до центральной части, то есть, напоминаю, она у нас состоит из 11 петелек. И теперь первую петлю из них я провяжу вместе вот с этой петелькой. Для этого, смотрите, мне провязать петельки надо будет за переднюю стеночку. Я перевернула первую петлю из 11 петелек и перед ней стоящую петельку. Маркер как бы вот сюда я чуть-чуть сдвигаю. И провязываю 2 петли вместе за переднюю стеночку. Теперь вяжу остальные петельки и последнюю петлю из этих 11 петелек. Также маркировочек, смотрите, снимаю, провязываю со следующей петелькой и вешаю маркировочек. То есть как бы у нас вот с этих боковых сторон ушло по одной петле. Теперь довязываю 63 ряд, вяжем 64 и еще раз остановимся в 65 ряду. В 65, 67 и 69 ряду мы будем повторять эти же убавочки. Смотрите, вот я дошла до центральных петелек, снимаю одну петлю, переворачиваю ее вместе с первой из
этих петелек и снова сдвигаю маркерочек чуть ближе к началу и провязываю сначала вместе за переднюю стеночку, вяжу до конца наш центральный сектор. Теперь снимаю последнюю петлю из него и провязываю его со следующей петелькой также вместе, но уже за заднюю стеночку, то есть с наклоном налево. То есть вначале у бабочки у нас петельки идут, убавочка с наклоном направо, здесь налево. Вот, и также довязываю ряд. В 67 ряду мы это повторяем, и затем встречаемся с вами уже в 69 ряду. Мы с вами убавим петельки в наших косичках, которые прибавляли в самом начале. В 69 ряду мы с вами убавим петельки в косички, также продолжим убавлять и в центральном секторе петельки. Смотрите, прибавляли в косу мы 3 петельки, их же мы и как бы закроем. Вяжем первую петельку, вторую и третью я переворачиваю и провязываю за переднюю стеночку, так убавочка просто менее заметна. Вяжу четвертую петлю, пятую и шестую петельку вместе, седьмую провязываю и повторяю восьмую и девятую провязываю вместе. То есть также из 9 петелек мы с вами получаем 6. Во второй косе в конце ряда делаем то же самое. Совсем забыла сказать, примерно по центру вот этого сектора не забудьте провязать еще 2 петельки вместе, так как у нас на спицах не четное количество, а для соединения капюшона пополам нам нужно четное. Вот. Я забыла это сделать в 69 ряду, я провязала их вместе уже в 70-м. Вот 2 петельки вместе прямо по центру. И довязываю 70-й ряд до конца и будем соединять уже капюшон. Соединять капюшон я буду с помощью крючка, для этого делю его пополам. У меня получается по 36 петелек на каждой спице. И вот так вот выворачиваю на изнаночную сторону. Длинную ниточку располагаю на дальней спице, то есть соединять я буду точно так же, как соединяла плечевые швы. Можно соединить петля в петлю, это уже на ваше усмотрение. И с помощью крючка номер 4 мы приступаем. Снимаю первую петельку с ближней спицы, в нее вытягиваю петлю с дальней спицы и вывязываю воздушную петлю. И только после этого начинаю соединять по 3 петли одной петелькой. То есть петлю с дальней спицы, петлю с ближней спицы и петлю на самом крючке. После того, как мы соединили капюшончик, вот так вот он у нас будет выглядеть, чуть-чуть с такой скругленной макушечкой, прям буквально чуть-чуть. Вот, если хотите закруглить макушку чуть больше, начинать бабочки надо чуть пораньше. Вот. В общем, вот так вот у нас с вами получилось. И по сантиметрам это около 27 сантиметров. У нас 27-28 сантиметров. Капюшон достаточно высокий за счет того, что у нас линия горловины, вырез чуть ниже, чем спинкой, чтобы не стягивала сильно голову, мы его связали чуть повыше. Для этого на спице номер 4,5, смотрите, мы отступаем, вот за ниточку подергайте, вот эту первую кромочную петлю мы отступаем, и со второй кромочной петли мы начинаем набор.
Набираем мы таким образом. Первые 2 петельки мы набираем подряд, а в третью петлю мы делаем прибавочку. Сначала я вывязываю петлю за заднюю стеночку, затем снова под косичку. И снова 2 петельки подряд под косички набираю и в третью петлю делаю прибавление. Сначала провязав за заднюю стеночку, затем под косичку. То есть из каждых 3 петелек мы с вами будем получать 4 петли. Я провязала вот такую планочку из лицевой глади на высоту 8 рядов. Это примерно около 3 сантиметров, 3,5. И теперь начинается самое интересное. Это соединение вот таким вот, чтобы образовался подгиб, куда мы можем ставить затем шнурок. Смотрите, соединять я буду также при помощи крючка. Я сейчас покажу основную технологию, как это сделать. И смотрите, вот идет такая ровненькая, плавная линия красивая, но нам, к сожалению, она не нужна. Мы будем ее соединять вот с этим рядом. То есть, видите, 2 лицевых рядочка. И мы будем соединять вот с этими стеночками у лицевых петелек. То есть, минуя вот эту красивую ровненькую линию, мы будем соединять с петлями ряда первого, можно сказать, первой петли после кромочной. Так мы будем делать, потому что у нас петелек на планочке больше, чем самих кромочных. И под одну кромочную, если мы соединяем 2 раза, ну, у меня, не знаю, может, вы знаете какой-то способ, у меня, к сожалению, не получается. Итак, смотрите, подсыпая полупетлю, вот стеночку вот этой первой петли, я вытягиваю в нее петельку. И после того, как я ее вытянула, я делаю воздушную петлю. Это я делаю только в самом-самом начале. Затем пропускаю вот эту маленькую одну петельку и подсыпаю стеночку у следующей петельки, то есть через петлю. И здесь уже, смотрите, я соединяю 3 петли, то есть петлю со спицы, прохожу через полупетлю и соединяю с петлей на крючке. Далее мы уже петлю не пропускаем, а подсыпаем в следующую петлю. Соединили и снова в следующую, не пропуская петли. Все, 4 петли соединили. Почему мы так сделали? Как вы помните, мы сначала, когда поднимали петли, мы 2 раза вывязывали в каждую кромочную, а в третью кромочную мы получали 2 петли. Поэтому, когда при соединении с вот этой первой петлей после кромочной, мы соединяем 1 раз петельку, затем пропускаем петлю, соединяем со следующей петлей, и потом 2 петли идут подряд. Далее получается, мы вот 4 петли соединили, как бы заново начинаем. Снова, видите, одну петельку маленькую я пропускаю, такое она у меня, видите, вот не особо ровненькие получаются, и соединяем 1, снова через петлю 2. А 3-я и 4-я петли у меня идут подряд. То есть вот эта маленькая петелька и вот эта чуть побольше. В маленькую достаточно иногда, так знаете, сложно ее подцепить. Поэтому иногда можно воспользоваться крючком чуть поменьше. Так, это 3-я петля и 4-я петля. И снова петлю пропускаю и соединяю 1. Вторую петлю снова соединяю через петельку 2, и 3-ю, 4-ю я соединяю подряд, не пропуская петелек.
Итак, мы с вами связали капюшон, связали кулиску под шнурок. Вот видео с ним я здесь выкладывать не буду. Вот эта обработка капюшона идет абсолютно так же, как мы делали и на кардигане меньшего размера. Вот, по ссылочке вы можете перейти на то видео и посмотреть, как мы набираем петельки, как мы это вяжем и как затем закрепляем. То есть технология абсолютно одна и та же остается. Вот, видео по рукаву я буду записывать, так как у нас здесь абсолютно другой рисунок. Вот. Вязать мы его также будем от проймы вниз по кругу. У нас с вами на узор будет идти 3 уже косички. И в чем отличие этих кос? Здесь мы вязали с вами снизу наверх, здесь мы вяжем сверху вниз. Поэтому перекрещивания у нас будут выглядеть по-другому. Итак, приступаем с вами к набору рукавчика. Набирать мы будем также на спице 4,5. У нас с вами было закрытых 4 петельки на пройму. Набирать мы начинаем с 3 петли. Вот эту петельку дополнительную, вот видите, за ниточку дергаю, я ее при подсчете не учитываю. Считаю далее 1, 2 и вот с этой петельки начинаю набор. От косички вытягиваю 2 петельки, 1 и 2. Далее вот здесь есть такой небольшой зазорчик, мы его перекрываем. Берем полпетлю с самого кардигана и полпетлю с кромочной петельки. И скрещенной лицевой провязываем их за заднюю стеночку. Далее набирать мы с вами начинаем из петелек самого кардигана. Набирать я буду не под косичку, состоящую из кромочных петелек, а в первую петельку после них. Набираю я таким образом. 2 раза я вхожу через петлю. То есть, смотрите, петельку пропускаю, в следующую петлю вхожу. Петельку пропустила, в следующую вхожу. Далее я набираю 2 петельки подряд. 1 и 2. И снова 2 раза через петлю. Петельку пропускаю, в следующую вхожу. Петельку пропустила, в следующую вхожу. И снова 2 раза без пропусков, то есть подряд. Таким образом мы с вами набираем до плечевого шва. Еще раз обращаю внимание, набираем мы не в кромочную вот эту косичку, а в первую петлю сразу после нее. Я дошла до плечевого шва. Всего у меня набрано 30 петелек. Я вот так для удобства вывожу леску и теперь уже набираю сверху вниз, продвигаюсь. Также я начну с того, что 2 петельки я наберу подряд. Далее 2 раза через петлю, снова 2 петельки подряд. То есть набираем мы, вот у меня кромочная косичка, а я также набираю в первую петельку после нее. У меня набрано 26 петелек, то есть я подхожу уже к завершению наборного ряда. Смотрите, здесь есть тоже такой небольшой чуть-чуть прогальчик. Это поступает точно так же. Подцепаю полупетлю с самого кардигана и переднюю полупетлю из кромочной. И провязываю их скрещенной лицевой за заднюю стеночку. Что-то не хочет они у меня. Вот. И нам с вами осталось только добрать 3 петли. Это у меня сюда входит моя дополнительная петелька и 2 петельки
проймы. Дополнительная петля — это петельку, которую я добавляла для состыковки спинки и полочки. Все, 30 петелек по здесь я тоже набрала, когда спускалась от плечевого шва вниз. И общее количество петелек у меня теперь 60. Вязать я начинаю сразу, формируя узор, но прибавление на косички мы уже с вами будем делать только во втором ряду. Смотрите, до самого узора мы вяжем 17 лицевых. Провязываю все петельки в этом ряду за передние стеночки. Далее, после 17 лицевых я вяжу 2 изнаночных. Обратите внимание, вот у нас, видите, 3 косы. То есть между каждой косичкой у нас по 2 изнаночных, и до самого вот этого узора 2 изнаночных, и после. То есть вяжем первые 2 изнаночных, вяжем 6 лицевых, далее 2 изнаночных, снова косичку из 6 лицевых. Как я говорю, как вы помните, может, что мы вывязывали тогда из 6 петелек, затем 9. То есть сейчас мы только как бы делаем такую небольшую разметку под наши косы. И снова 2 изнаночных и вяжем третью косичку из 6 лицевых. Заканчиваем 2 изнаночными. И до конца ряда у нас должно остаться 17 петелек, которые мы провязываем также лицевыми. Во втором ряду мы также начинаем с того, что вяжем 17 лицевых. Лицевые я провязываю по кругу за переднюю стеночку. То есть все петельки мы вяжем за правую стеночку петли, чтобы не получилось скрещенных петелек. И приступаем к узору. Мы вяжем с вами 2 изнаночных. Изнаночные я всегда вяжу, когда вяжу в круговую, за заднюю стеночку. И вот наши 6 петелек. Прибавление мы делаем во вторую, 4-ю и 6-ю петлю. То есть провязываем первую петельку, затем поднимаем ниже лежащую стеночку у петельки, вяжем ее, затем провязываем петлю со спицы. Вяжем 3-ю петлю, у 4-й петли также поднимаем ниже лежащую петельку, провязываем ее, вяжем петельку со спицы. И поступаем так в последний, 3-й раз с 6-й петелькой. То есть из 6 петелек мы с вами получили 9. Далее вяжем 2 изнаночных и поступаем также со 2-й и 3-й косичкой. То есть как бы делаем прибавки через петлю. Довязываем затем наш второй ряд. Потом мы вяжем по узору с вами еще 3-й и 4-й ряды. Встречаемся затем в 5-м ряду. То есть общее количество петелек у нас увеличилось с вами на 9 петелек. Сейчас у нас участвует в вязании 69 петелек. У меня начинается 5-й ряд нашего рукавчика, и мы начинаем делать первые перекрещивания. Так как мы вяжем с вами как бы в обратном направлении, то есть сверху вниз, у нас будут меняться сами перекрещивания. Если мы сначала оставляли 3 петли перед работой, то здесь мы начинаем с того, что 3 петли мы оставляем за работой. Первые сразу 3 петельки. Затем провязываем 3 петли со спицы. И затем вяжем снятые петельки. И довязываем оставшиеся 3 петли.
Давайте еще раз покажу. На второй косичке и третью вы уже свяжете самостоятельно. 3 петельки снимаем, оставляем за работой. Вяжем следующие 3 петельки и затем только провязываем снятые и довязываем 7, 8 и 9 петлю. Поступаем также с вами и с третьей косичкой, затем вяжем 5, 6, 7, 8 и встречаемся затем с вами в 9 ряду. У нас будет с вами первая убавочка. Так, первая убавочка для скоса рукава, и в косичке будет следующий вид скрещивания. Почему у нас поменяется наш вид? Вот этих чуть-чуть по-другому мы вяжем. Смотрите, вот когда мы, видите, прикладываем, у нас получается один и тот же рисунок. Можно вязать абсолютно так же, как мы вязали капюшон. То есть делать абсолютно те же перекрещивания, как мы делали в капюшоне. Просто у вас узор как бы будет смотреться вот так вот кверх ногами. Вот. Пока продолжаем с вами вязать, как я говорила. Делаем перекрещивание в третьей косичке. Вяжем затем 6, 7, 8 ряды и встречаемся в начале 9. У меня начинается 9 ряд, и я начинаю с убавочек. Смотрите, убавлять мы с вами будем в начале ряда вторую и третью петельку провязываем вместе, в конце ряда 2 предпоследних. Первая и последняя петельки остаются на своем месте неизменными. Вяжем первую петельку, затем провязываем 2 петли вместе за переднюю стеночку с наклоном направо. Теперь давайте дойдем с вами до самого узора. И в самом узоре в косичке, смотрите, как мы будем вязать. 3 петельки. Первые мы провязываем. Затем на дополнительную спицу снимаем 3 петли. Оставляем их перед работой. Вяжем следующие 3 петельки. И только затем провязываем снятые лицевые. Сейчас еще раз я покажу вам на второй косичке. Первые 3 петельки мы провязываем, затем 3 петли снимаем, вяжем следующие 3 петельки и затем провязываем снятые лицевые. И смотрите, далее мы будем вязать так, повторяя через каждые 4 ряда. Сначала перекрещивание, которое мы делали в 5 ряду, затем в 9, в 5, 9. И так через каждые 4 ряда. То есть вот мы связали с вами 9 ряд, вяжем 10, 11, 12 и в 13 ряду повторяем скрещивание из 5 ряда. Затем 13, 14, 15, 16 и в 17 ряду повторяем скрещивание из 9 ряда. Вот, все схемы узора я сделаю отдельный пост на канале Дзен и оставлю здесь под видео ссылочку. Если вам будет чуть-чуть непонятно, вы всегда сможете обратиться к самой схеме. Пока провязываем самостоятельно третью косичку и встречаемся в конце ряда. И в конце ряда мы делаем с вами убавление 2 предпоследних петелек. Но перед этим мы их переворачиваем таким образом, чтобы их можно было связать за заднюю стеночку. То есть с наклоном налево. И затем провязываем последнюю петлю. Вот, то есть у нас теперь до и после узора осталось по 16 лицевых. За один ряд с убавлением у нас уходит с вами по 2 петли. Смотрите, далее мы убавляем еще раз, 2, 3 раза через 6 рядов. Затем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раз через 8 рядов. Затем вяжем еще 10 рядов. Общее количество у нас с вами будет провязано 100 рядов.
Всего останется лицевых, вот этой лицевой участка, извините, участка из лицевых петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 10 петелек. То есть по 5 петелек от начала, 5 петелек в конце ряда. Вот. После того, как мы с вами это все свяжем, вот, мы встретимся с вами, сменим спицы на номер 4 и будем вывязывать резиночку. Еще такой момент. Все вот эти ряды убавления я подпишу по нумерации под видео также. Вот. А так еще раз повторю. Например, смотрите, мы сделали в 9 ряду петельку, потом мы делаем через 6 рядов. То есть это в 15, затем в 21. То есть 3 раза через 6 рядов и 8 раз через 8 рядов. Вот. На этом, наверное, все. Продолжаем вязать также все, делая перекрещивание косичек по узору. И встречаемся уже с вами в конце рукава, перед тем, как начнем формировать резиночку. Я провязала ровно 100 рядов рукавчика. Смотрите, сделала вот это второе перекрещивание, которое у нас шло по счету, когда мы чередовали первое, второе скрещивание. И провязано у меня 4 ряда. Но у вас может по-другому закончиться, в этом ничего страшного нет. Я перешла на спицы номер 4 и начинаю вывязывать резиночку 1 на 1, чередуя лицевую и изнаночные петли. При этом сейчас мы дополнительно сделаем с вами убавление в косичках. Как вы помните, мы прибавляли по 3 петли, их же мы будем убавлять. Я провязываю первую петельку изнаночной, она у меня идет по счету. Далее провязываю вместе вторую, третью петельку, вяжу 4 изнаночной, снова вместе 5, 6, 7 изнаночная и 8 с 9 петелькой также провязываю лицевыми. Изнаночная, лицевая, и также поступаю во всех 3 косичках, провязывая петли вторую, третью вместе, пятую, шестую и 8, 9. Таким образом довязываем наш манжет до конца. Затем мы продолжаем вязать резинку 10 рядов, чередуя лицевую и изнаночные петельки. Я провязала 10 рядов резиночки, и теперь начинаем закрывать петельки. Вяжем первую лицевую петлю, затем вторую петлю изнаночной и накидываем на нее предыдущую. И так, провязывая петельки по рисунку, набрасываем на них предыдущие петли. Сильно петли пытайтесь не затягивать, оставляя среднее натяжение. После мы обрезаем нить и прячем кончики. Вхожу под первую закрытую петельку, под косичку, и затем возвращаюсь в середину последней петли. Выворачиваю наизнанку и прячу нить. На этом все. Затем мы приступаем к формированию планочки под молнию. Скорее всего, я также видео запишу на кардиган на размер меньше, который я вяжу.
Вот. Принцип и технология набора петелек будет у нас абсолютно идентичный.